Вся финансовая грамотность простыми словами в одном обзоре. Да-да, и это чистая правда, и нам это удалось, поэтому смотрите этот выпуск до конца, будет очень интересно. И сразу, большой дополнительный дисклеймер. К огромному сожалению, в этом обзоре вы сможете узнать себя или своих близких. Мы хотим, чтобы вы знали, что мы уважаем всех, и с помощью данного обзора мы хотим, чтобы каждый взглянул на свою жизнь по-другому. И это обязательно получится. Сегодня мы рассмотрим абсолютно весь мир финансовой грамотности в вакууме на примере идеального человека. Идеального. Это исключительно с точки зрения финансовой грамотности. Мы изложим все аспекты поступков и, что самое главное, мышление такого человека. Грубо говоря, этот обзор о том, как не профукать свою жизнь из-за неэффективного ведения бюджета. В общем, сегодня мы подробно поговорим о финансовой грамотности. Разберем максимально возможное количество аспектов, понимания которых позволит не оказаться в поганой ситуации, а если уж вы в ней уже оказались, то выбраться из нее с наибольшей легкостью. Вы на канале «Замечательная жизнь». Мы начинаем. Каждому из нас буквально каждый день попадается информация о том, как бедному, условному и очень несчастному человеку в таком-то городе живется плохо и тяжело. Нам рассказывают обязательно и о том, как он встает в 5 утра и по пробкам через весь город несется на свой родной завод, чтобы получить 17 тысяч рублей, и кормить на них двоих детей, жену, кошку, собаку, попугая. А возвращаясь по грязи и раздолбанным дорогам, пешком обходят продукты жизнедеятельности, которые другие такие же страдальцы-собаководы должны были аккуратно убирать совочком, но у них не осталось на это сил от тяжелой и безнадежной жизни. В тех новостях было еще о том, как злое государство любой бизнес отжимает, от сети магазинов до ларька с шавермой, и конечно же о том, что не виноват этот условный человек, что родился в такое смутное время и в такой стране. Вот, мол, и обречен он на вечные страдания. Конечно, идет этот человек по слякоти в промокших старых ботинках, потому что новые для него очень дорого стоят. И вот, у любого здравомыслящего и финансово устойчивого человека к этому условному персонажу сразу возникает несколько вопросов. Какого рожна он встает в 5 утра и добирается на работу через весь город, да причем когда на этой работе платят 17 тысяч, если в Магните около дома платят немножко больше? Зачем человек ходит в рваной обуви, рискуя промочить ноги и заболеть, если существуют магазины, где можно найти ботинки за 500 рублей? Да, это низкого качества магазины, но здоровье дороже, а думать головой всех учили еще в школе. А этот человек, когда ходит гулять со своей собакой, сам убирает за ней. Нет, конечно, это далеко не Европа. От Европы мы отличаемся тем, что собачников как следует не штрафуют, и поэтому мы все вынуждены перепрыгивать через собачьи каки. Итак, поехали. Да, мы живем в 21 веке при капитализме. Нужно осознать, это не изменится. Финансово неграмотный человек постоянно уходит в мир своих фантазий и начинает в комментариях писать, что при Сталине такой несправедливости не было, а значит скоро не будет опять. Все обязательно рухнет и вернется, и будет как было раньше. Вот-вот совсем скоро фондовые рынки закроют, все блогеры поймут, что им всем крышка, всех дружными рядами погонят на стройки социализма и заводы. Друзья мои, вокруг реальный мир, и первый шаг к финансовой грамотности – это осознание того, что в нем придется жить. Причем всем без исключения. Да, возможно, мир этот не совсем справедлив, но это ваш мир. Он абсолютно реальный. Вы родились в нем, и нужно не пытаться крутить фантасмагориями, а осознать. Финансово грамотный человек под ситуацию подстраивается и учится жить в том мире, который есть. Если человек рассказывает свои бурные фантазии, как скоро все рухнет и станет по-другому, это говорит только о том, что он просто отрицает реальность. Это просто смешно и неграмотно. Это как прийти на турнир по шахматам и орать на организаторов из-за того, что вам не выдали пиво и карты. Следующее правило: расходы никогда не должны превышать доходы. Это правило действует всегда, в любой ситуации. Даже если финансово грамотный человек зарабатывает 17 тысяч рублей в месяц, он должен постараться прожить этот месяц так, чтобы в кармане осталось хотя бы 100 рублей. Да, даже в том случае, если придется не ходить с пацанами в Бургер Кинг и вместо изысканных блюд кушать супчик. Да-да, вы все верно поняли, что лучше есть дешманский суп, чем влезть в кредитное рабство и в следующем месяце не есть вообще. И самое большое заблуждение в подобной ситуации – думать, что вот в следующем месяце я обязательно начну зарабатывать больше, поэтому кредит мне не страшен. Очень велика вероятность, что на самом деле ничего не получится и не будет так, как вы себе обещаете. Многие уже на этом жестоко прокалывались, когда думали, что вот, мол, отучусь на маникюрщицу, сразу начну зарабатывать больше и легко погашу кредит. Ага. Вот только как всему научился и стал получать хотя бы в 2 раза больше, рубль почему-то упал, и цены на продукты тоже стали в 2 раза выше.
А зарплата? Нет. Кредитом? Нет. Финансово грамотный человек не берет потребительских кредитов, которые ощутимо бьют по его кошельку. Выбор у него всегда один – потерпеть и накопить. Не получается накопить. А как тогда ты, мой друг прекрасный, собираешься платить еще и проценты по кредиту? Да, здесь, конечно же, могут быть исключения. Вероятно, что вы покупаете вещь, которая необходима для работы и зарабатывания денег. Конечно же, в таком случае, это не пассив, а актив. Также бывают случаи, когда вы вкладываете деньги в актив, который можно будет продать дороже и отбить проценты. Например, знакомые продают срочно и за бесценок какую-либо вещь, здесь не важно. Также есть вероятность, что вы берете ипотеку на квартиру, которую собираетесь сдавать, и арендная плата покрывает ежемесячный платеж. Но, граждане, кредит на отдых, на iPhone, на свадьбу – это дно финансовой грамотности. Да, без сомнения, закат на море прекрасен, но лучше потерпеть. Следующее важное правило – уровень комфорта может быть любым. Предела нет. Можно пешком ходить. Можно ездить на автобусе, тратя на это 300 рублей в месяц. Можно купить велосипед за 10 тысяч рублей. Скутер стоит 20 тысяч и почти не несет расходов. Любой мужик, у которого в детстве был железный конструктор, способен перебрать его сам и купить копеечные запчасти. Аку в приличном состоянии можно взять за 30 тысяч. Бензин она не ест, только нюхает. За сотку можно найти нормальные «Жигули». За 2 – замахнуться на Renault Logan. Ну а дальше, как вы уже сами понимаете, начинается комфорт. Цена на авто может легко доходить до 3 миллионов, а уж какой-нибудь Lamborghini стоит все 15. А если золотой? А с личным водителем? Но вся суть здесь в том, что это все машины, драндулеты. И можно долго еще объяснять, что Toyota, в отличие от Аки, это комфорт, статус и визуальное удовольствие. Но также вы должны согласиться, что машина в первую очередь должна ездить. Если сравнить Аку на ходу и Mercedes, прикованный к гаражу, то все его эстетическое удовольствие испаряется мгновенно. И так на самом деле во всем. Можно полноценно питаться одному на 10 тысяч рублей. А можно платить такую сумму в ресторане за одно блюдо. Можно поехать в Крым на машине и поставить палатку на берегу моря. А можно снять 10-звездочный отель на Бора-Бора. Можно купить чипсов Лейс, а можно остров в Тихом океане, футбольный клуб и место на космическом корабле. Абсолютно у каждого из нас есть комфортный, приемлемый уровень жизни. А финансово грамотный человек всегда осознает границы этого комфорта. Для безграмотного этих границ просто не существует, они бесконечны. Стоит просто помнить, что много денег не бывает. Можно жить на 20 тысяч, можно на 100, можно на 500, можно даже на миллион, и при этом их не будет хватать, и человек будет жаловаться на сложную судьбу. Многие часто даже не замечают, что их зарплата увеличивается на 5-10 тысяч. Но после этого сразу колбаску подороже покупает, ну сырки вкусные сразу начинает покупать вместо сухого печенья. И даже теперь раз в неделю в кафешку можно сходить. А на самом деле важно понять свой уровень комфорта, при котором вы будете получать от жизни удовольствие и при этом жить в плюс, откладывая хотя бы 10% от дохода. Если вы решите возразить и считаете, что реальная жизнь до вашего приемлемого уровня комфорта не дотягивает, есть только один единственный путь – увеличивать доход. Именно увеличивать доход. Но ни в коем случае не уменьшать свой доход ради увеличения уровня комфорта с помощью долгов и кредитов. Ну а теперь очередная интересность. Как увеличивать свой доход? Есть несколько способов. Повышение квалификации, свой бизнес, инвестиции, монетизация хобби, подработки, переход на более оплачиваемую работу, переход на самозанятость. У каждого человека свой путь, и одинаковых решений здесь быть не может. Кто-то может попросить повышения у начальства, а кому-то лучше обучиться на другую профессию. Кто-то переедет на север или укатит в Москву, кто-то заведет влог на ютубе, будет чинить сантехнику, откроет свою пельменную, купит квартиру и начнет ее сдавать, накопит дивидендных акций, баллотируется в Госдуму. Да все можно, нужно только делать. Если финансово грамотного человека не устраивает уровень комфорта, он анализирует себя, ищет в себе таланты и выбирает для повышения дохода верный путь. Ответственность лежит на тебе. Да, милое создание, именно на тебе. Мы все должны понимать, что у нас, к сожалению, нищая страна. Каждый при этом понимает, что начальник – это та еще собака, которая вдобавок и платить нормально не хочет. И родителей не выбирают, но не хватило им денег послать няшную дочу или сыночку в нормальный институт. Даже жена все заработанное транжирит как оголтелая. Зараза такая. Да, все эти обстоятельства и люди действительно виноваты в том, что конкретному Васе на жизнь не хватает денег. Но у Васи есть всего только два пути – ныть по этому поводу или самому сделать для увеличения дохода все возможное.
Ответственность лежит исключительно на самом человеке. И никто в этой ситуации, кроме него самого, ему не поможет. Принять это очень сложно, а отпустить прошлые обиды бывает просто невозможно. Но сделать это надо. Никакого другого пути просто нет. Этот Вася просто берет и в какой-то момент просто начинает думать, так мол и так, я работаю в пятерочке и получаю 20 тысяч рублей. Что я могу сделать? Может, если в Магните больше платят, туда устроиться? Может, по профессии работу поискать, а перед этим освежить знания в голове? Может быть, на сантехника во время отпуска отучиться? Может, взять папин Редван и таксовать пойти? Может, начать покупать вещи на Али и продавать их дороже на Авито? Может попробовать стать блогером, рассказать людям, каково оно в дорогой пятерочке тяжко бывает. А может забить на все и рвануть на севера с концами, чтоб уж не возвращаться, пока в портфеле не будет 100 тысяч акций Сургутнефтегаза. А может просто объявление дать, откапываю машины из-под снега. Вдруг выйдет больше, чем на работе. И помните при этом главное, все профессии важны. Потихоньку, помаленьку мы с вами подошли к выводу, что вот, и получается, что живет на своем уровне комфорта человек финансово грамотный, живет обязательно в плюс, откладывая часть лишних денег, которые он потом сохранит, и приумножит, чем еще больше увеличит свой доход. А если в жизни не хватает комфорта и сохранить и приумножить никак не получается, этот финансово грамотный человек не стремится набрать кредитов, чтобы уменьшить доход, он ищет способы, как вы помните, его увеличить. Делает это он с полным осознанием, что только он сам несет ответственность за результат. Делает он это в мире реальном и не ждет, когда мир захватит инопланетяне или коммунисты выиграют выборы. Он делает. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии и ставьте лайки или дизлайки, ну а мы на этом, конечно же, не прощаемся. До скорых встреч. Пока-пока.